Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня смотрим, почему вы держитесь в тени. Не знаю, мне такая подсказка пришла сегодня, вот как будто бы вы держитесь в тени или когда-то держались в тени. Но такое впечатление, что карты хотят, или даже, как я всегда говорю, карты, уж не обращайте внимания, по-любому это посыл Вселенной через карты, да, что тебя хотят продвинуть куда-то, хотят подтолкнуть. Что-то здесь назревает. Вот такое впечатление, что скоро изменится твоя жизнь раз и навсегда. Давайте смотреть. Думайте о себе, проговорите свое имя. Как всегда делаю маленькую такую сигнификацию, которая плавно переходит в расклад. Потому что что-то важное 100% карты здесь скажут. Угу. Говорите свое имя. Ой, ага. Вы посмотрите. Из клетки птичка прорывается на свет, где много птичек таких уже летает. Я вам говорю, вот недаром именно эта карта выпрыгнула. Потому что я еще до расклада прочувствовала вот эту энергетику, что как будто вы держались в тени. Как я сказала, и какая карта выпрыгивает? В тени, как в клетке. Может быть, по своим понятиям, действительно. Ну, кто я такая, типа, да, или кто я такой, если мужчину смотрите, немножко переставляйте на себя. Но, может быть, мне не дано чего-то там, либо кто-то на вас наговорил, либо ситуация, жизненные обстоятельства сложились так, что, да, вас посадили в клетку жизненную, типа такого, на какой-то период времени. Но здесь именно прорыв. Именно наконец-то прорыв. Действительно, вот так и хочется сказать, ты держалась в тени, теперь тебя будут, не знаю, там, видеть по-другому, тебя будут воспринимать по-другому, ты будешь по-другому свой мир видеть. И реально скоро изменится твоя жизнь раз и навсегда. Это как клетка и свобода, да, раз и навсегда. Ух, вот так вот. Хочу выложить, они выпрыгивают. В какой-то период времени твоя жизнь замедлялась. Ну, я не скажу, чтобы прям замедлялась. Скорее всего, вот это выпрыгнуло замедление будущего. И оно разноцветное. Это наоборот во благо. Это наоборот во благо. Я чувствую здесь другую энергетику. Да, может быть, какие-то периоды жизни были замедленные, там долго что-то плохое было. И знаете, если оглянуться вот по вот этому посылу энергетическому, да, если вот для вас оглянуться, то не так это долго и было. То, что вы прошли тяжеленные, может быть, этапы в своей жизни, но вы сейчас здесь, наконец-то они прошли и не так уж и долго, если сравнивать со временем Вселенной. Но вот эта карта мне говорит о будущем. Это значит, что рыцарь радуги, рыцарь цветного в образе черепахи, он замедляет вам радостный процесс. Это не значит, что вы получили что-то хорошее, что-то изменилось, раз и закончилось, пробежала, как зайчик, быстрый очень, да? А нет, это как черепашка, любимая, бриллиантовая черепашка, изумрудная, там, не знаю, что-то типа такого, да, вот оно ползет и с камешками такими. Ой, в каком-то мультике даже было вот эту вот картинку, сейчас я по этой карте увидела. Я говорю, вечно эти видения, сочетание с жизненными какими-то картинами. И вот я вижу, что вот эта вот ситуация, она именно замедляется. И вы попадаете в свою жизнь счастье. Ну, по-любому, без проблем не обойтись, но слава Богу, что доминирует-то хорошее. Доминирует хорошее. Это значит, что вы идете и радуетесь, и радуетесь, и радуетесь. Где-то, да, может быть, будет что-то не очень, но вы справитесь. И, кстати, по этой карте очень быстро. Если тут замедление, то я говорила, что может быть что-то и не очень, и тут же карта выходит скорости,
значит, очень быстро и легко справитесь с проблемой. Ну, проблемы могут быть, да. Но вы справитесь и быстро. Она не будет вас где-то тормозить. Тормозить счастье будет, скажет: а ну давай наслаждайся. А ну давай наслаждайся. Что карты про вас скажут еще? Плачете. Не знаю, первая карта про вас, какая ответ. Но она называется изоляция. Плачете периодически, может, душа просто плачет. Я не знаю, в какой-то изоляции вы находитесь, как будто бы, да, давайте так скажу, расклад общий. Смотрите меня из разных стран, как говорится, но что-то это вот как слово связано с чем-то. Как будто бы вы в изоляции от чего? От каких-то поездок, от каких-то свершений, от какого-то роста, может быть, по работе, по учебе. Кто-то из вас, может, учится, да, или учился и никак не может найти что-то нужное. Ну вот как изоляция. И из-за этого, да, душевные раны и слезы. Вот так у вас карты на сегодня описывают. Вы недавно, то буквально на днях, то ли вы с кем-то поссорились, то ли просто у вас в душе такой комок накопился, что вам захотелось поплакать, но как будто бы ощущение не обиды, а ощущение ненужности. Вот от этой карты так на вас идет сейчас. Ощущение ненужности, как будто вы пустое место. Что-то типа этого. И да, захотелось поплакать, потому что вы не пустое место. Вы реально делаете, беспокоитесь и за других людей тоже. Вы вообще о чужих людях иногда плачете и беспокоитесь. И вообще вам больно смотреть на то, что у кого-то где-то происходит. Это ваша душа. Но недавно вы плакали по поводу себя. Ну, может, и не плакали, а просто вот угрюмые были, да, вот как-то улыбаться не хотелось, потому что кажется, что, ну, вот как будто от вас идет, что я никому не нужна, обо мне никто и не помнит, либо только пользуются. Что-то есть вот тут. Ваша жизнь — это путешествие. Ваша жизнь — это путешествие. Путешествия ваши извилистые, но у вас есть ваша дорога. Это очень сильная средняя карта. На пороге вы ждете чего-то, какого-то свидания, либо разговора просто, либо куда-то записаны на пороге у вас. Но здесь карта говорит, все нормально должно быть, просто будь сама собой. Такой невинностью, сама собой. Поговоришь, решишь, разрешишь, то, что запланировано, все нормально будет. Ну, такое вот, опять же, в голове и на сегодняшний день что-то держите. Прошлое. Храбрый вы человек по жизни. Были у вас ситуации, где другой бы не справился. А вы даже когда боитесь в трудную минуту, как будто этот страх теряется. Вы можете заранее испугаться. Ну, по этой карте, я говорю, у меня вообще опять мурашки пошли. Я четко вас вижу сейчас. Вы можете заранее испугаться. И да, у вас может накрученная быть паника. Но в сложной, страшной ситуации это кто-то сильный типа, наоборот, испугается, а вы нет. Вы как раз-таки в очень спонтанно, неожиданно страшную, трудную ситуацию, вы как раз-таки как будто мысли у вас сами из-под камня вылезают, и действия ваши, и вы справитесь, вы еще поможете кому-то, и вы еще наперед прогадаете, как правильно поступать.
Вот это вот. У вас проблема есть, реально проблема есть. Единственное на сегодняшний расклад, может еще что-то скажет, но пока что так вижу, что вы себя настраиваете на страх и будущее плохое зря. Это вообще не ваше, потому что вы в любой ситуации сделаете правильно. И вам как будто бы даже сами ангелы будут подсказывать в нужный момент. Вам не надо наперед беспокоиться за кого-то или за себя. Выключайте. Вы, не знаю, стираете со своего тетрадки ежедневника мыслей своих, как говорится, да? Это не ваше. Нет, нет, нет и нет. Вы себя губите. Вы себя губите тем, что вы накручиваете себя наперед. Потому что вы реально в любой ситуации вы справитесь. Это ваши прошлые карты говорят. Послание через карты, да, идет. Так, давай, ты ромашечка, у тебя все еще впереди. Ты пролезла через такие булыжники. И ты в любой момент справишься. Ты, главное, себя не накручивай заранее. Заранее можно придумать ситуацию. Если эта выдуманная ситуация вас разрушает, все выкидываем. Но если у вас есть какие-то интуиции, какие-то знаки, да, как типа подсказка, сон приснился там, ну вы чуйка какая-то. Вот тут тоже вот надо быть самой собой. Включаемся на исправление, на будущее, да, прогадываем шаги и все такое, но не нервничаем в панике, что такое может быть. Вот что исключить надо. Вот тогда реально вас будут видеть с другой стороны. Вот тогда реально вы из этой тени каких-то своих же страхов, ну, можно сказать страхов, можно сказать навешанных проблем, вы выходите, и тебя просто все видят. Просто увидят все. Тебя на расхват будут тянуть в свою жизнь. Ну, конечно, вам это не совсем надо. Вы и так себя на расхват отдаете. Но вас по-другому увидят. Но самое главное, что в вашу жизнь придут люди, которые действительно должны быть в вашей жизни. Вот что самое главное. Будущее. Будущее как сравнение, как прежде уже не будет. Это карта сравнения. Сравни вот эту вот тяжесть и то, что судьба открывает для тебя что-то новенькое, просто вот то, что тебе надо. Либо на будущее сравни себя переживающую и ну, то, что было, да, и справляющуюся со своими проблемами настоящими, а переживающую заранее, переживающего человека заранее, да, либо который не переживает, и вдруг наступает что-то не очень, ты справляешься. Вот сравни, какая ты счастливее. Вот это вот будущее, это твое сравнение и вывод. И отсюда ты получаешь свое счастье, свои новые, нормальные, очень длинные пути солнечные. Это самое главное ваше будущее. Хватит сидеть в кирпичиках. Вы растете в жизни. У вас много лет. Реально много лет еще впереди. Это по судьбе написано. Это однозначно. Но не уменьшайте себе этот путь, переживая и нервничая, не поймешь от чего. Вот так. Ну вот как-то так. Что еще хотите сказать, Ашо? Дзен? Ваши мечты на грани исполнения. Вы реально понравитесь людям, и люди, которые будут обнимать вас искренне, они уже на пороге вашей жизни. Они уже на пороге вашей жизни. Так, давайте я возьму еще другую колоду. А в конце я хочу ангелов еще, послание ангелов. Спросить у них. Вот такая вот колода у меня. В конце вот еще ее расспросим. Так, вот эту колоду возьму.
Что вы, карты, скажете? Десятка пентаклей. Вы действительно на пороге грандиозных, интересных событий. О. Люди, которые вас увидят, которые просто притянут вас к себе, но даже для того, чтобы и вам тоже в нужную минуту помогать и подсказывать. Искренние души. Это десятка пентаклей, это карта стабилизации вашей жизни. Это значит, искренние души уже ждут вас. Ну, людей. Живых, нормальных людей. Вот так вот скажу. И вы входите в их общество, либо они входят в вашу жизнь. Угу. Хорошая карта. Дайте-ка я вот так тоже буду. Что еще скажете? Мужчина идет в вашу жизнь, любимый человек. Мужчина, если вы смотрите, это вы в серединке. Здесь, значит, в вашу жизнь тоже идут ситуации, где вы любовь откроете, любовь свою откроете. А для девочек любовь к вам откроется. В общем, любовь. Серьезно, в сердце зажигается любовь. Как две половинки соединяются. Это ваша жизнь. Это ваша жизнь. Дети порадуют. Кстати, очень скоро. Ну, тут желание как по сердцу, да, сердце посерединке. Любовь в сердце идет. А здесь как на пороге, это в голове. Хочу стабильность, да. Это на пороге дети будут радовать. Ну, еще и по поводу разговоров. Если вы действительно планируете что-то решить, либо вы какой-то вопрос решаете по поводу финансов, каких-то вопросы, которые надо разрешить, чтобы успокоиться. Вот у вас на пороге, и да, вы это решаете. Единственное, что если дети, то дети будут реально говорить вам что-то, и вы им подсказывать, либо помогать будете, но уже в пользу для себя и детей. Здесь не будет как будто расслоений или каких-то страхов будущего. Здесь именно исправление ситуации идет. И еще вам нужно будет куда-то вложиться финансово, чтобы получить свой результат, который вас порадует. По поводу этого, не знаю, у каждого оно свое. Куда вам надо вкладываться финансово? Ну, подумайте, нужно вам это или нет, можете вы или нет. И если это все реально могу, вкладываю, я не знаю куда. Может быть, в какой-то бизнес, дело, переезд, покупку, консультанту какому-то надо будет там типа дать, да, либо профессионала нанять какого-то, я не знаю именно что. Может вложиться в транспорт, в новую квартиру, но это вам будет на выгоду. Действительно, вопросы, которые будут решаться на днях, они принесут вам выгоду. И ваша голова включится на правильные решения, если вы себя приведете в стабильность и не будете сердечно переживать наперед, а будете радоваться, что в вашу жизнь идет счастье. Вот так. Ну здесь что? Вы по жизни, королева кубков выходит, вы по жизни человек очень молодой душой, кстати. Душа молодая. Сколько бы вам лет не было, душа молодая. Однозначно. Вы вообще по жизни человек, который выделяется из толпы. Да. Вы по жизни человек, который особенный. У вас особенная, может быть, черта характера, может быть, манера поведения, еще что-то. Но вы особенный человек. Так. Я еще сюда карту доложу. О, еще и девятка пентаклей. Еще тогда. И восьмерка мечей. Ты в любой ситуации остаешься самим собой.
Очень многие люди не могут тебя забыть. Если даже тебе кажется, что тебя кто-то там забыл, нет. Они просто могут не показывать, могут отвлечься на свои проблемы, но тебя никогда не забудут. В хорошем, в плохом, но тебя не забудут. Ты на виду у этой жизни. В вашей жизни было по 8 мечей, что вас защемляло. 8 мечей, что вас защемляло, вот такое вот состояние. Это могут быть привычки какие-то неправильные. Да, может быть, это прошлое, смотрю. Это может быть привязанности ненужные. Это может быть нехорошие увлечения, либо мысли. Да, такое тоже могло быть. Ага. Нулевой аркан дурака. Это значит, что вы обнулились. То, что я здесь сказала, увидела по картам, по посылу, да, вы обнулились. Это значит, что сейчас ваше перерождение идет. И вот эти привычки, которые вас заземляли, расщепляли, не знаю, как-то кололи, да, 8 мечей, они вот это все в прошлом. Вы уже не такой человек. Вы обнулились. И даже, может, не сейчас, а еще раньше. Самое темное время у вас в жизни перед рассветом. Перед рассветом. И рассвет уже около вас. Рассвет уже около вас. Паж жезлов, жезл в руках. Это значит, и в руках тоже огонек. И сама природа, сама ситуация жизненная, она хочет сделать вам рассвет. Самое темное время перед рассветом. А когда у вас было самое темное что-то? Может быть, сейчас даже происходит что-то самое плохое? Знайте, что оно заканчивается. И у вас наконец-то наступает рассвет. Либо раньше было и закончилось, но знайте, что это значит, самый плохой момент был в вашей жизни, больше такого плохого не будет никогда. Потому что в вашей жизни идет рассвет. Есть еще какой-то духовный прорыв с осознанием того, что вы знали до этого. Такое впечатление, что вы считывали информацию, вы что-то знали. Но вам не каждый верил. Может быть, так слушали вас, но не верили. У вас идет открытие себя. То, что надо, вы скажете, то, что не надо, промолчите. Потому что вы изменены, вы сами себя уже поменяли. Может быть, ситуация жизненная вас поменяла, может быть, люди. Вот слишком много не таких встречалось в вашей жизни, да? Но вы на грани каких-то открытий, которые поставят все на свое место. Вы действительно как духовный прорыв. Вы знали что-то, вот оно прорывается. Вы чувствовали подсознание. Оно прорывается, что-то очень нужное и важное. Вы что-то оставите в пустоте. Как-то птичка, да, в темноте, в пустоте вы что-то оставите. Вы даже не станете какие-то вопросы дорешивать. Правильно хоть говорю? Доделывать. Вот. Вы какую-то ненужную проблему отпускаете. Либо что-то такое ненужное вы отпускаете. И платите, либо вкладываетесь, может, не денежками, а чем-то другим, вкладываетесь наконец-то в то, что у вас прорвет, пробьет и улучшит. Новый путь открывается через какие-то перемены вот именно в вас внутри. Это страх перемен, это страх придуманного чего-то. Вот это отбрасываете, даже если сегодня раз
вздохнете, успокойтесь, вы увидите, как сразу у вас что-то открылось. Серьезно. За кого вы переживаете? Да, за себя. Да, еще за деток, может быть. Еще за кого-то. Все будет хорошо. Оно наоборот сильнее станет, чтобы все было хорошо. Когда вы успокоитесь, вам жить и жить еще. Куда вы себя тянете? Вот так карты хотят сегодня сказать. Запомните, на Ютубе здесь очень сильная, здесь очень сильная сила, которая вас сейчас информирует и защищает. Только на Ютубе, на моем канале на Ютубе. В каждом видео буду говорить. На других каналах воровство. Здесь именно только Анна Тарот, Ананки Тарот. Ваши каналы, мои каналы. Где есть эта энергия? Где есть то, что Вселенная хочет с вами связаться? И вытянуть на нормальное. И закончить уже то, что вас тревожит. Умеренность потихонечку очищается ваш жизненный путь. Это чистая вода. Это чистая вода, чистый источник. Кстати, это очень сильная на будущее карта именно сейчас. Она мне почему-то, вот эта карта, я увидела видение вас, извините, пожалуйста, извините, но я увидела, не вас целиком, естественно, а очертания, энергию и душевую комнату. Уж извините, нет, я там чего-то такого не вижу. Я вижу душу, я вижу энергию, и вот эту почему-то душ, именно душ. Такое впечатление, что именно вот с этого расклада еще плюс к вам идет. Большой плюс защиты. Смотрите, вы идете утром как на утренний ритуал. Вы умываетесь каждое утро, как ритуал, да? Либо, больше я душ вижу, но вот кто-то еще даже и душ утром принимает, как ритуал. И здесь как будто бы вот от этой воды, как умываетесь, либо душ, да, оно идет как ритуал защиты этой воды на день. И знаете, вы когда идете, вы говорите: мне нравится превращать, видите, она рукой, да? Мне нравится превращать мой утренний ритуал в защиту. Напишите в комментариях, это будет очень сильной поддержкой в вашу сторону. Не для меня, для вас. Очень сильной поддержкой. Мне нравится превращать мой утренний ритуал в защиту. Идет вода, умываетесь, либо душ. Вот такое вот. И вы, знаете, как будто представляете, что это утренний, например, душ там или умываетесь, это как купол. Купол и оболочка защиты, как целлофан защиты, не знаю, водичка, да, вот оно, как купол защиты. Еще есть такое. Если вам, когда вы приходите домой вечером, да, или там перед сном как-то тяжеловато, умойтесь опять как ритуал. Умывайтесь, либо опять душ, да? Что-то типа такого. Я не вижу. Ванная. Ванная — это больше вода застоя и успокоения. А здесь именно, чтобы она протекла, как раковина, либо душ. Вот. И вы вечером идете. А здесь вы уже говорите: мне нравится превращать мой вечерний душ или вечерний ритуал умывания, да, ритуал вечерний, в защиту. И вы представляете, что вы смываете грязь за день собранную или навешенную, накинутую другими людьми. По этой карте очень я сильно это увидела, и да, я должна была это сказать. Будете вы делать, не будете вы делать это, вам решать. Но этот расклад очень захотел это открыть.
Я такого еще не видела, и я сказала. Я это сказала, это действительно вот как цепляет. Оно цепляет на очищение, защиту. Не имею права делать себе расклады, я уже много раз говорила. Ну, действительно, мне бабушка моя, Царство Небесное, всегда говорила, себе нельзя. Я могу кому-то ходить, там все такое, но себе нельзя, как сапожник без сапог, да? Но когда я делаю вам расклады, я беру себе тоже, что мне карты для вас подсказывают на заметочку. А вдруг и у меня, ну, скорее всего, я тоже попробую именно так говорить. Я это сказала, то, что увидела, а не то, что я делаю. И этого не делала еще. Я то, что увидела, сказала вам, я попробую так тоже делать. Потому что да, хочется, чтобы в течение дня на тебе была с утра защита. Невидимая никому, но ты ее ощущаешь. И вечером ты чистишь то, что кто-то посмотрел не так, кто-то за локоть тебя взял, там кто-то тебе что-то в спину сказал. И вообще усталость какую-нибудь, да? Да, это очень-очень важное. Скоро изменится твоя жизнь раз и навсегда в лучшую сторону. И да, вы держались в тени своих неудач или в тени своей жизни, на которую давят даже другие люди, просто которых ты, может, и не знаешь. Но теперь вы выходите из этого. Вы выходите из этого. И тебя увидят все. Тебя увидят все. Нужно, не нужно, но тебя увидят все. Вот так вот идет твою жизнь. А знаете, можно еще сказать, тебя увидят все, не обязательно люди все, а все ситуации. Удача в деньгах, удача в любви, радость за любимых людей. Тебя увидят все ситуации, которые ты хочешь в свою жизнь впустить. Да будет так, да будет так. Ну, давайте напоследок посмотрим еще. И еще потом, да, ангела достану. Что он скажет? Так, вот этой колодой напоследок. Не падайте, не бегите, сломя голову карты. Все правильно, все нужное. Говорите здесь и сейчас. Башня. Перемены. Большие, классные перемены. Я по этой башне вижу, что реально вы что-то вот как... Ну, когда видишь вот такую башню, действительно ты пугаешься. Да, вот есть вот этот наигранный или накрученный страх. Вдруг там что-то, да, вот это все. И вы это убираете, и башня, вот этот огонь гаснет. Башня — это еще и перспективы, когда ты действительно гасишь этот огонь и восстанавливаешь свою жизнь, заключенной в этой башне, да? Башня жизни, башня защиты, пусть будет так. Либо ты гасишь огонь, видишь, что это уже не твое, подметаешь и строишь новое. Вот это ваше. Вот это ваше через этот расклад. Новый путь открывается. Пятерка пентаклей и королева жезлов в ваших руках, а пятерка пентаклей — выход из пустоты. Выход из пустоты в ваших руках через этот расклад. Да. Смотрите. Есть такое, что вы можете сейчас подумать, или когда-то думали, или кто-то вам говорил, вы слышали, да? Такая фраза: хочется сидеть в зоне комфорта и иметь блага. Но смотрите, просто слова: хочется сидеть в зоне комфорта и иметь блага, да, благо. Не работает сейчас это на все. Вам что-то может подариться, но остальное закроется. Вам нужно именно открыть себя для этого, что они есть, и зоны комфорта, и благо, да, все, что в твоей жизни написано, оно есть. Здесь карта говорит: в твоих руках. Ждать не надо, закрывать
страхами не надо. Оно же есть и комфорт, и благо, да, и радость, и исправление. Только тогда, когда ты переступаешь через собственный страх или через собственные какие-то привиденные ситуации, нарисованные ситуации, вам будет даваться новый шанс на выход из пустоты и получение вот этих благ. Да? Я вижу у вас власть, это в руках жезл, я вижу у вас успех, это радость, это выход с жезловой королевы после разрушений и пустоты, да, это выход. И вы увидите смысл жизни наконец-то. Хотя вы и так знаете смысл жизни, но вы увидите в девятке кубков для себя. Это девятка кубков, это любовь к себе, это открытие себя. Вы увидите смысл жизни. Вас радовать что-то или кто-то так сильно начнет. Просто великолепное сочетание, великолепный ответ от Вселенной здесь идет. Серьезно. Вы видите смысл жизни. Есть еще кое-что. В вашу жизнь мужчина идет. Мужчина, если вы смотрите, значит, в вашу жизнь идет любовь. Цветы готовьте, да, как-то так. Но здесь внимание, очень большое внимание будет к любви, серьезно. Семерка мечей это никому ничего не доказывай, потому что опять попадешь в ту же самую ситуацию по восьмерке мечей. Семерка, восьмерка, у тебя открыт выход с этого расклада, из этого послания. Но если ты опять начнешь то же самое, ты опять себя закроешь на время. В вашу жизнь идет любовь, исправление, выход из пустоты и одиночества. В вашу жизнь идет очень интересный человек, который будет с вами. Но не обманывай себя, потому что загонишь себя в какие-то тиски, клетки опять. И вот по этим двум картам четко, как посыл, как подсказка, давайте так скажу, никому ничего не надо доказывать. Оставь их. Никому ничего не надо доказывать. Придет время, все откроется. Кто прав, кто не прав. Но в вашу жизнь идет исправление и любовь. Вот. Королева, король. Идет исправление и любовь. Ну, на сегодня все. Что тут напоследок еще? Император, говорю. Что-то хорошее идет. Мужчина, к вам идет как по сердцу бальзам. Девочки мои хорошие, к вам идет тоже как по сердцу бальзам. Вот мужчина. Ну, мужчина, женщина. Дьявол вышел. Это что, предупреждаешь или наоборот? Туз кубков. Любовь, страсть. Это уже тут дьявол, после него кубковый туз, это значит любовь, страсть. Потому что дьявол это тоже как увлечение, как такое что-то такое страстное. Вот такое идет в вашу жизнь. Чем-то увлечетесь интересным. Или кем-то. Вот такое вот идет в вашу жизнь. Вот так. Так, на дне колоды мужчина. Опять мужчина. Это значит все-таки что-то весомое, интересное будет. Даже так можно сказать на дне колоды, да? Я с тобой, а ты со мной. Вот такое вот. И ангелов давайте посмотрим. Так, вас многие увидят, вас многие поймут. Новая карьера, ангел говорит. Ваши профессиональные интересы сдвигаются в позитивном, новом, успешном направлении. Для кого-то вот ангел вот такую вот карту решил достать, решил показать. Это ваше. Для кого-то новая карьера. Давайте еще одну. И еще одну потом, да, 3.
Так, духовный учитель. Ваша цель в жизни включает обучение других людей целительству и духовности. Но это больше как подсказка для вас, что вы действительно интуитивно очень сильно включены. У вас как действительно огонек такой есть в вашем подсознании, в вашем даре. У вас дар есть, талант к чему-то. Включайтесь в это и отбрасывайте страхи и сомнения. И тогда вот супер, будет супер в вашей жизни. И вы учитель будете для других, да, и себя тоже научите и примете что-то очень-очень хорошее. Очень хорошее. Вот такая еще подсказка. Ну и третья карта. Связь с природой. Ну, это такая легкая, нормальная на сегодня пребывание на свежем воздухе омолодит и вдохновит вас. Вот такой ангелочек решил такое вот сказать на сегодня. Почему бы и нет? Успокойтесь, омолаживайтесь, вдохновляйтесь, дышите. Да? Дыши свежим воздухом, а не каким-то там придуманным. Вот так. И, кстати, вот эта карта, как последняя, да, на свежем воздухе пребывания, она говорит как заключение к той, которая первая выпала. Там тоже птичка из заключения выходит, да, как птичка-то хочет пребывать на свежем воздухе. И тут тоже пребывание на свежем воздухе омолодит и вдохновит вас. Поэтому этот ваш расклад. Однозначно. Карта к карте идет. Одна другую просто держит. Все. На сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Увидимся, услышимся. Пишите в комментариях, что по душе, да, хотите что-то такое вот, чтобы включить поток к вам в жизнь хороший. Сейчас выключу, опять же говорю, вам буду молитву читать обязательно. Ну, такие волшебные слова скажу, да. Вот. И на Ютубе, только на Ютубе. Обязательно так, знаете. Что еще хотела сказать? Ну все, до следующего расклада, да, подписывайтесь, берегите себя, все будет просто великолепно. На связи. На связи. Это я уже, наверное, немножко уже в следующем раскладе. Здесь все равно цепляют энергии, чтобы еще что-то вам досказать. В следующем раскладе будем смотреть. Оставайтесь со мной. Все, увидимся. Обязательно услышимся. Все.